Всем привет! Продолжаем разбирать новые статьи, вернее, новое звучание статей, пускай старых, по которым вы вполне себе спокойно можете заработать административное или даже уголовное дело. Итак, статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях: пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда, либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Часть первая. Пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда, либо публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей. Ну и так далее, там на юридических, на должностных, на юридических. Да, кстати, это арестная статья. Административный арест на срок до 15 суток. То есть, если, например, вы будете с символикой с логотипом Инстаграм или с логотипом Фейсбука, которые признаны экстремистскими организациями в Российской Федерации, то вас могут закрыть, то есть посадить на административный арест до 15 суток. То же самое, если какой-то сотрудник полиции посчитает, в буддизме используется свастика, собственно, в индуизме, в буддизме используется свастика. Оттуда ее Гитлер и позаимствовал для себя. Так вот, если вы будете, например, носить какую-то символику буддизма, а в Российской Федерации, напомню, есть 3 региона, где буддизм, это Калмыкия прежде всего, Тыва и Бурятия, то какой-то полицейский может посчитать, что вы используете экстремистскую символику, нацистскую, до степени смешения. Еще вам пример. Есть регион, еврейская автономная область, флагом которой является сочетание цветов радуги. Несколько по-другому, чем в радуге расположены, но до степени смешения. Это официальный флаг еврейской автономной области. Можете пойти проверить меня. Но какой-нибудь нерадивый полицейский может посчитать, что это флаг так называемого международного ЛГБТ движения, которого не существует, но оно в России запрещено. Второй пункт. Изготовление или сбыт в целях пропаганды, либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда, либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если это действие не содержит признаков уголовного наказания, наказуемого деяния. То есть, во-первых, вы понимаете, что уже есть уголовная статья. Во-вторых, административный штраф на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей с конфискацией. Вот. Что мы еще знаем про запрещенную символику? Слово Навальный запрещено. Логотип
штаба Навального запрещен в Российской Федерации, тоже считайте экстремистскую символику. Напечатали вы визиток себе и поставили там для сокращения, может быть давно напечатали визиток, поставили там логотип Фейсбука или логотип Инстаграма. Вот, пожалуйста, нарушили административную статью. Если даже, может быть, на уголовную статью. Ну, по поводу уголовной статьи, тут все очень просто. Есть статья 282.4 «Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование, которые запрещены федеральным законом». Статья 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, то же самое, что в КоАПе, только применяется эта статья, когда вас уже оштрафовали по административной статье, если грубо. Что это означает? Это означает, что, например, вы разместили когда-то, где-то сайт в сети интернет, и на нем есть логотипы, пиктограммы Фейсбука и Инстаграма. Какой-то следователь может посчитать, что раз сайт висит в сети интернет, пускай вы его сделали 10 лет назад, но он принадлежит вам, а еще хуже вашей организации, где вы, допустим, генеральный директор, то это получается юридическое лицо демонстрирует запрещенную символику неоднократно, и вам вполне могут пришить уголовное дело. Вполне. Поэтому какой из этого сделать вывод? В Российской Федерации сейчас очень многое принимается как экстремистское. И законы, вот эти вот список чего, что относится к экстремизму, но если очень грубо, все, что относится к Навальному и к штабам Навального, все это экстремизм. Все, что относится к российскому добровольческому корпусу и Легиону Свободной России, все это экстремизм и терроризм, и бело-синий-белый флаг тоже экстремизм и терроризм, по мнению Российской Федерации. Все, что связано с ЛГБТ, это экстремизм и терроризм Российской Федерации, хоть никакого такого международного движения не существует, но вот в России так захотели и приняли. Все, что связано с Фейсбуком, Инстаграмом, тоже Российская Федерация решила вычеркнуть из своей жизни и приравнять к экстремизму и терроризму. Ни о какой свободе слова, конечно, речи не идет. Вот. Все, что издали похоже на нацистскую символику, даже издали, все тоже может быть признано экстремизмом и терроризмом. И не важно, что буддисты и индуисты использовали эту символику за тысячи лет до фашистов и нацистов, неважно. Все равно признана экстремистской. Внимательно, что бы я вам рекомендовал, внимательно проанализируйте ваши рекламные материалы, особенно сайты в сети интернет, которые к вам относятся. Ну и если вы живете в России, удалите эти материалы от греха подальше. Продолжаем знакомство с административным кодексом. Но прежде чем мы продолжим, пожалуйста, я прошу вас, подпишитесь на меня на YouTube, напишите во время просмотра комментарий или поставьте лайк, проверьте, что у вас стоит колокольчик, и все уведомления вы поставили, будете получать от меня. Также я вас прошу, подпишитесь на меня на Boosty, это можно сделать в России, или на Патреоне. Через VPN вы можете зайти на Buy Me Coffee, прочитать мои статьи, тоже стать моим донором там. Ну и на YouTube вы можете оформить платную подписку и таким образом поддержать мои выпуски и мою деятельность по просвещению. Читаем. Статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Действия направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека. Вот тут интересно. Либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательной работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, на юридических лиц от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Понимаете, да? Во-первых, арестная статья. Во-вторых, очень интересная формулировка. Группа лиц, социальная группа лиц. Хотите, я вам назову социальную группу лиц, которые я, можно сказать, все время обращал на них внимание. Эта группа лиц называется чиновники, бюрократы. Социальная группа. Ну вот смотрите, если кто-то вдруг проведет лингвистическую экспертизу, то, может быть, в каком-то из моих выступлений будет найдено признаки ненависти либо вражды по отношению к группе полицейские. Я неоднократно критиковал бездействие полиции в России. И не только в России. Понимаете, то есть в моем понимании это очень удобная статья, чтобы, во-первых, человека закрыть на 15 суток, во-вторых, там есть уголовная статья. Читаем, статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Первый пункт. Действие направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека. То же самое повторяется. Если были привлечены к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 1 года. То есть, если вы возбудили внимание, ненависть либо вражду к социальной группе, чиновники, бюрократы, вас оштрафовали по административной статье, а вы, допустим, ролик не удалили из сети интернет. И вас за тот же самый, кстати говоря, ролик, хотя это запрещено, но, как считают в России, если ролик был опубликован, неважно когда, но он до сих пор доступен в сети интернет, то это длящееся правонарушение, так считают в Российской Федерации. И значит, раз вы его не удалили, значит, вы его как бы продолжаете размещать, и вас могут опять привлечь уже теперь к уголовной статье. На срок до 5 лет, между прочим. Действие то же самое, которое совершено в сети интернет, да еще и с применением насилия, с угрозой его применения, с использованием служебного положения, а вот лучше всего. Организованная группа лиц, это часть 2 статьи 282 УК РФ, наказывается до 6 лет. Понимаете? Группу лиц очень легко вам пришить. Например, кто-то, как бы я поступал, если бы был следователем российской полиции. Какая группа лиц? А вот у вас во ВКонтакте паблик администрируется несколькими людьми. 2-3. 2 человека уже группа лиц. Значит, у вас группа лиц, которая присоединяется к какому-то негативному суждению по поводу полиции. И вот вам уже 6 лет каждому. Похоже на правду? Похоже на правду. Такое возможно? Возможно. Ну и в качестве вишенки на торте Кодекс об административных правонарушениях. Статья 20.3.2.
публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.